Мы неожиданно столкнулись с тем, что нам не хватает налички для того, чтобы доехать до нашего следующего жилья. Колесо обозрения на фоне вот таких вот небоскребов. Конечно, выглядит очень красиво. Смотрите, какая красота, просто невероятно. Ну и вот что бывает, когда съедаешь на китайском рынке очень остро. Маша прям уже пар из ушей. Все, мы уже выезжаем с этого места. Маша уже обратно запаковала, спрятала ключи. Нас попросили это сделать. То есть мы даже хозяина этого места не видели, потому что вот чаще всего сейчас делается так, что вот все анонимно. Человек где-то находит ключик при въезде и при выезде с номера, он просто его кладет обратно в какой-то ящичек. Это, наверное, больше люди, знаете, которые интроверты, которые не очень любят вот это вот общение лишнее. На самом деле часто бывает, что люди, которые сдают здесь жилье, они вообще находятся не тут, и поэтому получается, что они могут только удаленно, и, возможно, даже просто встретить не могут нас, потому что тут есть и собственники из других стран, например, которые живут вообще не в Таиланде. Мы неожиданно столкнулись с тем, что нам не хватает налички для того, чтобы доехать до нашего следующего жилья в Бангкоке. Мы в одном месте прожили 3 дня. Маша сказала, что ей Бангкок безумно нравится, и мы решили снять еще 4 дня в Бангкоке. Но у нас кончилась вся наличка, и мы думали, что снимем спокойно абсолютно с утра в любом банкомате, потому что у нас есть тайская карта, как мы это делали перед отъездом. Но получилось так, что ни в одном банкомате не можем снять, даже в Бангкок-банке у нас не получается это сделать. Все время написано: обратитесь в банк, какая-то проблема. Причем онлайн-оплата у нас проходит. Мы оплатили кое-какие онлайн-сервисы. Также я оплачиваю спокойно Airbnb. Мы нашли рядом местный Бангкок-банк. Вот я сижу на фоне его, и он закрыт. Полностью закрыт. Мы спросили у местных, что такое. Они говорят: ну, он закрыт, это нормально. Че вы, едете в другой. А другой находится в районе там 50 километров. А у нас налички вообще нету. Сейчас думали, что делать. Маша нашла какой-то тут рядом обменник. У нас еще сохранилось $50. А Маша в итоге пришла, и тот обменник был закрыт. Также мы думали сейчас оплатить с помощью нашей карты Union Pay от банка Солидарность, но почему-то также мы не можем снять деньги. Не можем снять деньги по Бангкок карте, не можем снять деньги по карте Union Pay. И также мы не можем найти обменный пункт. Также мы пытались привязать нашу карту Бангкока банка к такси, Грабу или InDriver. Это не получается, потому что у нас новый номер телефона. И в итоге нам ничего больше не остается делать, как сейчас пешком дотолкать наши чемоданы. Причем у нас там нету одного колесика. Дотолкать это все до нашего кондо, до него 1,5 километра. Сейчас попробуем это сделать. Смотрите, в Бангкоке даже есть такие вот скамейки. Это не типично для Таиланда, когда есть скамейки. Вот мы и добрались. Ну, в очередном кондо у нас по той же схеме все. Мы получаем ключи. Теперь нужно ехать на 7-й этаж. Ну вот, мы приехали к нашему номеру. Смотрите, какие. Прям как рыцарская дверь. И сейчас сразу сделаем обзор, чтобы не загадить. Этот диван раскладной, то есть его можно поставить таким образом. Что очень здорово, что тут есть водичка, видите? Вот в прошлом месяце у нас ни капли воды не было, а тут нам хватит даже на пару дней. Не нужно сейчас бежать никуда. Такая вот детская кроватка. Ну, конечно, тут 2 человека поместятся, просто очень интересное такое одеяло. Ух ты, вид из окна, конечно, вот прям Бангкок сразу чувствуется. И там где-то еще река. Да, вон река, вот там. Это очень хорошо, что река рядом. Мы сможем на лодке доплыть, в принципе, куда мы хотим. Тут есть кухня. И, кстати, очень хорошо, что кухня закрыта. О! То есть тут можно, утром человек может готовить, и второй человек, который спит, его никоим образом никто не тревожит. Ну, тут все стандартно, даже есть стиральная машинка. Ну, план минимум в плане жилья есть. Тебе нравится? Ну так. Ну и такой вот у нас санузел. Все просто и сердито.
Покупал я из того, что было буквально за день до заезда, 2700 бат на 4 дня, а прошлое место 3 дня стоило 2500 бат. Это вот единственный такой номер был по такой цене, где есть кухня, есть большая кровать, есть бассейн и также есть еще фитнес-клуб. Я вам чуть позже покажу. Чем мне нравится Бангкок, так это тем, что есть различные вещи, которые помогают жить. У нас нету даже ни единой, никакой вешалки, но я спустилась вниз, и там таечка, которая и стирает вещи, и гладит их. Всего за 20 бат мне погладили платье, и сейчас мы поедем в глаженном чистом платье. Смотрите, тут есть водомет у нас внизу, кидаешь сюда монетку, и получается наливаешь чистую воду. Здесь стиральные машинки, а вон там вот с одной стороны магазинчик, а вон там и дальше, если посмотреть, там можно погладить свои вещи. Это прям максимально удобно. Вон, там как раз-таки очень милая девушка работает, которая прям так... И что удобно, на 3-м этаже у нас находится и фитнес-клуб, и зал. Сейчас я первое покажу фитнес-клуб. Тут у нас минимум всего, что нужно. Ну, вот такие вот для кардио супертренажеры, ну и тренажер, где можно сделать там что-то на грудь, что-то на спину, вот тянуть. И минимальный набор гирь, к сожалению. Ну, главное, есть вот эта штука. И занимаясь, можно смотреть на бассейн. И бассейн у нас находится на 3-м этаже. Ну, с одной стороны, это удобно. Есть такие вот сетки, чтобы листья не падали вниз. Ну, бассейн скромненький, ничего особенного. Ну, вроде как чистая вода. Пока еще не купались. Вода теплая. Это самое главное, потому что купаться в холодной воде не очень хочется. Ну, такой скромный кондо, без супер каких-то наворотов. Ну и цена соответствующая. Также есть, конечно же, душ, чтобы помыться после бассейна. Находится это практически в центре города. Отсюда удобно добраться практически куда угодно. И на такси, на грабе там тоже стоит все копейки. И прям вот мы выходим, и тут рядом находится вот такая вот тайская кафешка, где можно довольно бюджетно перекусить. Так как у нас нет с собой налички, и мы не можем даже на метро проехаться или на автобусе, мы решили пойти в самое ближайшее интересное заведение. Оно называется Азиатик. И когда мы пришли уже в новое место, заселились, пришло сообщение, что тайцы празднуют, по-моему, сегодня, завтра и до понедельника, суббота, воскресенье, понедельник, поминают короля Рама IX, который у них сделал очень большой вклад в развитие страны. И получается, что Бангкок-банк не просто так случайно был закрыт, и не случайно... Как и обменник. Да, и не случайно был закрыт обменник. То есть получается, что все, скорее всего, обменники и банки закрыты. Единственное, что работает, это оплата в магазинах, и мы не совсем понимаем, почему такая ситуация произошла, потому что в прошлый раз, когда мы были, мы вроде бы снимали деньги, все было нормально. Вот. Причем, когда пришла я сюда, здесь сказали, что до понедельника обменник не работает. Я сначала подумала, что он что-то перепутал, а потом все-таки поняли, почему ничего не работает. Тут можно заметить стену с граффити, на фоне которой все фотографируются. Мы вот как раз смотрим на вот эту красоту. Сейчас, когда стемнеет, будет еще красивее, включатся все лампочки. Как видите, колесо обозрения на фоне вот таких вот небоскребов. Конечно, выглядит очень красиво. Ну, тут можно увидеть такие ресторанчики, фудкорты, какие-то магазины. Ну, чем-то напоминают аутлеты наши, Пулково. Ну вот, сейчас мы подходим к тому месту, где уже много туристов в том числе. Тут какой-то такой корабль, крейсер. Смотрите, какую мы нашли Мекку, такая точка, от которой можно посмотреть, какое расстояние до России. 7058 километров. До Японии ближе всего, наверное. До Америки 12 тысяч. Да, Россия, значит, там находится. Тут всякие такие кафешки, бла-бла-бали. И смотрите, какая красота. Еще такое местечко очень интересное.
Это мемориал торговли Сиама. Я так понимаю, что это самый главный такой торговый путь, откуда приходят различные корабли разгружаться, и, собственно, поэтому установили такой памятник. И смотрите, какой красивейший корабль. Очень впечатляет, прям такой весь белый. У меня сейчас такое дежавю, как будто бы я оказался в Сингапуре. Маш, помнишь? Да. Там тоже мы вот стояли на такой вот набережной, и вдоль ее было огромнейшее количество различных небоскребов. Очень похоже. Ох, посмотрите, сколько людей. Невероятно. Мы вот шли сейчас по улице вдоль Шарон Роуд, по-моему, так называется. Там вообще ни души было. А сюда пришли, посмотрите, сколько людей. Практически все тайцы тут собрались. И получается, можно даже на корабль залезть и там вот находиться. Это как крейсер «Аврора» у нас. А днем еще, когда сюда заходила, здесь не было вообще ни души. Я тут прошла одна, и тут было так здорово, прям вообще никого. Ну, под вечер жара спадает, и, видимо, люди поэтому вечером сюда и стремятся приехать. Причем, вот я смотрю, туристов процентов, наверное, 30. Вот еще можно увидеть такой вот какой-то мемориал. Можно заметить такого человека, крадущегося. Я сначала думал, это реальный человек, оказывается, это какой-то манекен тут. Вон, видите, там паук ползает и привидение летает. Самое интересное, что детей тут нету, тут в основном все взрослые садятся. Но сейчас я, скорее всего, попрошу Машу, чтобы она воспользовалась этим аттракционом. Будешь? Не знаю, нет, наверное. Почему? Можем карты оплатить. Да, я думаю, вряд ли получится. И стоимость этого аттракциона 250 бат. Хотели прокатиться на колесе обозрения, но тут написано, что только наличка. Причем у них такая ценовая политика интересная. Есть детские билеты, есть билеты, они называются сеньор, это тем, кто от 60 лет. И есть обычный адалт взрослый. Взрослые всегда самые дорогие, поэтому детям и сеньорам здесь очень выгодно. Да, колесо выглядит эпично. Смотрите, тайцы очень любят сладости, и вот какая-то местная сладость, касто тайяки. Люди прям стоят в очереди. Ну и тут можно увидеть различные такие одеяния, меха, плетеные сумки, которые Маша очень любит, и все остальное. О, вот это вот очень модно у тайцев, вот такие вот шлепки, прямо они фанатеют, все их одевают. Ну вот, как я и говорил, все любят вот эти вот тапки. Ну и как видите, тут очень много этих всяких товаров, огромные ряды. Мы же идем сейчас на закат. Причем цены, я так полагаю, тут выше среднего. Обычно вот в таких местах так. Где-нибудь на каком-нибудь рыночке будет абсолютно такая же история, но раз в 2 дешевле. Ресторанчик такой, как красиво тут все оформлено. Прямо аж есть захотелось. Ну и цены тут не из дешевых, видите, там 280, не, на самом деле это 550. приемлемо. Ну, я думаю, дороже будет. Ну вот можно взять сет из улиток 350, всегда мечтал вот это вот. О, 2390, но это, наверное, человека 4, чтобы наесться, объесться. Хотя тут вот что-то есть за 120, но это чикен. Ну обычный жареный рис стоит 220 бат. Ну с крабом, правда. Смотрите, мы пришли прямо на самый закат, и какое небо невероятное.
Смотрите, прошло буквально 10 минут, а тут еще такой более красный бордовый закат. Ну, скорее всего, завтра будет очень ветрено, но красота, конечно, невероятная. Тут снизу прошел корабль, и смотрите, какое волнение. Вода не самая чистая, но это каналы Бангкока, к сожалению. Тут о чистоте не приходится говорить. К сожалению, тут сказали only cash, только оплата наличкой, поэтому мы с Машей сейчас пойдем в 7-Eleven покупать. Или в Big C, да, но Big C далеко, тут Макро, а в Макро особо ты еды не купишь. Поэтому мы идем сейчас в 7-Eleven. Ну что, вот мы вышли с Машей с нашего кондо. Наш кондо находится, я так понимаю, это вот здание. Мы сейчас переходим мост, посмотрите, такой есть специальный пешеходный переход. Мы с Машей все волновались, как же перейти его. Да, там вообще красота прям нереальная. Мы были вот совсем недавно вот там вот, в этом парке. И вчера мы общались с местным жителем, ну, кто нам сдавал кондо, он нам помог, дал целых 2000 бат. Мы ему перевели с карты 2000, он нас выручил, большое ему спасибо. Переход довольно широкий, можно на велосипеде проехать, как хочешь. И цель нашего перехода — это вот то именно большое здание, это торговый центр. Посетить Бангкок-банк, мы надеемся, что там он все-таки открыт. А еще очень здорово было вчера вечером, поздней ночью наблюдать, как с нашего окна было видно именно этот залив, пролив. И мы наблюдали большое количество светящихся вот таких вот больших корабликов. Они ночью нереально светятся, и это очень красиво наблюдать. Смотрите, какая вместимость в этих кораблях. Наверное, не знаю, по 300, по 400 человек точно поместится. Такой нескончаемый поток в Бангкоке. Просто все время кто-то куда-то едет. Это причем день еще. Это не самый такой трафик, не самый час пик. И мы еще не в самом центре. Мы где-то вот сбоку. Но тем не менее, прям такие уже пробки виднеются. И большое количество мотоциклистов и так далее. Есть, конечно, хайвей вот этот сверху, где ты можешь проехать без всяких светофоров, но это уже за отдельные деньги. Когда смотрю на большое количество вот байков, у меня прям аж руки и ноги все чешутся, потому что очень хочется тоже уже прокатиться на байке. Thank you. Ничего себе, меня пропустили, потому что для меня Таиланд — это все-таки в первую очередь байк. Потом это солнце. И третье — это море. Пока что из этих трех ингредиентов только солнце только имеет место быть, поэтому до конца еще не ощущаю. В торговых центрах, как нам и сказали, все-таки работают банки. Кстати, к сожалению, не все. Мы там прошли, пару банков закрыты, так как сейчас праздники, да. Но Бангкок-банк, он считается таким головным, наверное, в Таиланде, не знаю. Он работает каждый день. И самое интересное, что до 7 вечера. Если у тебя есть мобильное приложение, можно снять деньги без тайской карты. Это вообще супер, потому что если бы мы это знали вчера, собственно говоря, мы бы вчера очень быстро доехали до дома и уже бы начали снимать какие-то достопримечательности, которые хотели показать. И не потратили бы 1,5 дня на вот это вот все. Ну, ничего страшного, век живи, век учись. И мы это все показываем для того, чтобы вы понимали, из чего складывается зимовка, из каких моментов. Это не только пляжи красивые, это еще вот потерянные дни, стресс, эмоции, особенно вот по приезду, когда нужно решать много всяких моментов. Вот мы и добрались до Чайнатаун. Такси стоило на редкость дешево, 120 бат всего. И посмотрите, какие тут просто пробки. А вот тут вообще просто красота. Нереальная. Настоящий час пик. Отовсюду запахи, все кричат, что-то говорят, прям такой настоящий коллапс. Везде иероглифы. И переходим мы вот так, видите, все бегут, потому что тут трафик нереальный. Вот популярные в Бангкоке тук-туки.
Мы хотим прокатиться на нем обязательно с Машей. Получится или нет, посмотрим. Еще раз вам покажу. Смотрите, какая красота. Просто невероятная. Маша сразу решила купить себе шлепки. Всего за 200 бат, потому что у нее уже порвались свои. Ну а вот традиционный автобус Бангкока. Помню, мы на нем ездили года 2-3 назад. Стоимость проезда на нем что-то вообще там минимальная. 5 бат, что ли. Видите, даже окон нету. Все, у Маши новые шлепки. Мы идем показывать Супер Чайнатаун. Ну и все прямо идут, снимают на видео, потому что это невероятно. Мы когда ехали сюда, практически были пустые улицы на большей части Бангкока. Я думал, честно говоря, тут уже, может быть, что-то будет закрыто или из-за ковида так, потому что тут, если посмотреть, практически 95% все в масках. Думал, до сих пор какие-то ковидные ограничения, и тут все будет закрыто. Но когда мы сюда приехали, я понял, что тут абсолютно все открыто, все функционирует. Обожаем с Машей вот эти вот блинчики. Можно вот так вот сесть и сразу же на прилавке покушать. Смотрите, какой интересный автобус. Написано The Best Thailand Experience. Снизу все в золоте. Там что-то готовят, а наверху сидят и смотрят по сторонам. Можно купить и сразу же тут сесть, отведать еду. Но трафик тут, конечно, прям невозможно даже пешком пройти, потому что абсолютно нету никакого тротуара. Мы идем по дороге. Тут немного вот есть ограждение, да, но все равно ощущение, что тебя сейчас кто-нибудь как-то совьет. И посмотрите, какие вывески прям нереальные. У нас с Машей есть желание как-нибудь попасть в Южную Корею, в Токио, в Китай. Поэтому Чайнатаун для нас это вот такая возможность увидеть частичку того мира, который вот долгое время был закрыт из-за ковида. Мы как-то были в Куала-Лумпур, в Чайнатаун, но то, что мы видели там и тут, это абсолютно ни с чем не сравнить, потому что в Куала-Лумпур было, ну не знаю, раз в 10 меньше и такая маленькая небольшая улочка, где, ну не знаю, от силы человек 500 было. Тут же такое ощущение, весь Бангкок и все, кто приехал сюда, все тут собрались. Маша уже, конечно, сразу что-то купила поесть. Я кушать абсолютно не хочу, но Маша кушать хочет абсолютно всегда. Называется гёдзе, такие китайские пельмешки. И они не вареные, они именно жареные, во фритюре. Если честно, я думала, что они будут больше вареные, и ждала вареные. Вот, но мне их поджарили прям так хорошо. Мой желудок, конечно, мне не скажет спасибо, но я такая голодная, потому что Паша еще там что-то поел, а я вообще ничего целый день не ела. Поэтому сейчас прямо на ходу иду и ем это все. Внутри находится свинина и капуста мелко нарезанная. Маше очень нравится, судя по лицу. Чем-то похоже на час пик в метро, когда невозможно пройти. Ну, то есть вот мы идем буквально
2 километра в час. Тут постоянно музыканты. Ну и вдоль нашей вот этой вот тропинки можно видеть огромное количество различных таких макашниц, где можно купить все, что вам угодно. И тайское, и, конечно же, китайское. Тут для любого гурмана есть все необходимое. Ну и, конечно же, музыка. Но вот чуть стало спокойнее, потому что дело в том, что там помимо того, что есть макашницы слева, справа стояли люди, которые кушали. И получалось, что люди, которые проходили, они просто не могли никак пройти из-за этого. Тут уже можно уже пройти. Вот такая вот улочка, там тоже макашницы ни конца, ни края. Именно вот эти вот вкусности, они прям нереально вкусные. И вот эти, как пельмешки, не пельмешки, они вот исконно китайские, поэтому их тут и готовят. Смотрите, можно фрукты купить, такой необычный виноград, прям как палец. Ну и, конечно, клубника, правда, по-моему, не совсем спелая. Сюда бы, конечно, интересно было бы попасть на китайский Новый год, он в феврале. Но такое ощущение, как будто бы именно сейчас и есть Новый год. Смотрите, сколько морепродуктов, прям на любой вкус, цвет, карман и аппетит. Ну, цены тут, кстати, очень даже низкие. Если присмотреться, можно увидеть, ну, за 50, за 40 бат, за 110, вот, за 30 бат. Или даже есть, конечно же, шпажки за всего 10 бат. Это хорошая цена. Сосиски на гриле. Это, по-моему, вяленое мясо, я могу ошибаться, напишите в комментариях, прав я или нет. Ну и помимо этого различные сувениры, и Маша сказала, какая-то даже медицина тут есть, потому что в Китае это принято всякие тертые порошки из костей каких-то животных и все остальное. Не знаю, это или нет. Да, ну вот китайцы такое вот любят есть. Для нас это, конечно, выглядит как что-то не то, что можно есть, для китайцев это нормально. А, вот, по-моему, жареное мороженое. В Таиланде очень распространенное явление. Но на самом деле это не прям мороженое жарят. Мороженое получается в таком тесте, которое поджаривают. И оно очень пользуется популярностью. Смотрите, еще каштаны, они тоже жареные. И у многих это популярная еда. Как-то раз мы их попробовали, и было не очень сильно вкусно, но кому-то нравится. Это уже на вкус и цвет, как говорится. Для любителей рыбы, морепродуктов. Ну и, конечно же, какой Таиланд без шейков, манго-шейков и так далее. Ну, в районе 40-30 бат. Ну, это, кстати, хорошие цены, очень даже. Если вы хотите наесться вдоволь и вы в Бангкоке, то лучшее, что вы можете сделать, это приехать в Чайнатаун и попробовать тут все, что только вы хотите. Всегда ли тут так много людей? Напишите в комментариях, кто знает или нет. Или это потому что пятница. Ну и можно увидеть, что идет вот так вот улица, и можно повернуть налево. И дальше ни конца, ни края. И таких улиц очень много. То есть в одну сторону, в другую сторону можно пройти. Там тоже вот все перетянуто. Мы уже подходим к концу улицы. Видите, тут и фрукты можно купить на любой вкус и цвет. Ух ты, даже хурма, по-моему, есть. Надо же, сейчас же сезон во многих странах. Ее тут можно купить. Я вот это все пробовал. У нас даже есть выпуск 3-летней давности, когда мы это все с Машей кушали.
Мне очень понравились вот эти вот опарыши, да, или как они там, личинки. Они прям очень вкусные. Кузнечики вот такие вот сухие, они не такие вкусные, там одни вот эти ножки, нечего есть. А вот тут есть мясо, поэтому если вы будете в рынке Чайнатаун, то советую вам попробовать или вот это, или вот это. Ну, если вы прям супер гурман, то попробуйте вот как девушка скорпиона. Маш, будешь скорпиона кушать? Нет, почему? Она его в итоге не съела. А, просто фотография. Мы дошли до конца вот этой вот улицы, и мы шли по правой стороне, теперь хотим с Машей перейти на левую сторону и показать, что там есть интересного. Переходим, надеемся, что притормозят. Это, по-моему, кальмары на гриле. Возможно, даже сейчас и покушаю, потому что это белок. Я в итоге купил кальмара за 80 бат. Мне дали вот такой вот номерок. Видите, даже странички в Фейсбуке тут есть. И сказали сесть на вот такие вот сиденья, ожидать, когда меня вызовут. Там готовится мой кальмар. Так проходит времяпрепровождение в Чайнатауне. Все время ждешь, все время какие-то очереди, все время нужно чего-то ожидать. Это все из-за того, что большое количество людей, и к этому надо просто привыкнуть, я уже привык. Попиваю арбузный шейк, жду своего кальмара. Район Чайнатаун изначально был создан китайцами, которые сюда приехали в большом количестве не от лучшей жизни, в поисках, собственно, лучшей жизни. И сначала это был очень бедный район, но постепенно он развивался и вырос в один из самых таких популярных и достаточно богатых районов, где есть достаточно популярные какие-то отели китайские, где огромное количество различной еды. И, конечно же, сюда очень часто приезжают китайцы и как на экскурсию, и как к себе, и некоторые как жить. Мне сделали моего осьминога, добавили петрушки чуть-чуть, что удивительно. Сам кальмар и очень много перца. Причем я сказал, не надо, но уже налили. Налили так налили. Нереально остро, но очень вкусно. Соус просто ядерный. Такой острый, что аж во рту все горит. Кальмар прям очень вкусный. Во рту тает. Очень мало, к сожалению. Ну и вот что бывает, когда съедаешь на китайском рынке очень остро. Маша прям уже пар из ушей идет, водичкой спасается. Маша побежала за молоком. Ну, возможно, мы это даже сейчас не доедим, просто выкинем в урну. Мне нужна адаптация. Мне по нарастающей нужно сначала не очень острое, а потом чуть-чуть острее и дальше. Я уже могу есть любой остроты. Когда я сразу ем очень острое, уже невозможно. Самое интересное, что нас даже не спросили. Просто взяли, положили кальмара и начали лить соус. Я говорю, мне не нужен спайси соус. Они говорят, ну мы уже налили. Маша максимально быстро сбегала. Я даже не успела опомниться, как она пришла с молоком. Не знаю, минуты не прошло. Сейчас мы будем проверять, будет ли молоко действовать или нет. Потому что у меня до сих пор тоже горит. Сейчас проверю. Да, сразу спадает вся острота во рту, прям мгновенно. Если ты водой пьешь, хоть ты литр залейся, хоть холодный, не дай бог горячий, от горячей еще сильнее все будет. Но когда выпиваешь холодное молоко, все сразу гаснет. Мы сейчас с Машей в поиске еще еды. Что-нибудь протестируем обязательно, потому что за этим нужно сюда именно проезжать. Вот еще что-то вкусное. Еще улочка, по которой можно пройтись. Наверняка что-то очень вкусное или интересное найти. Но мы идем по главной улице. Ну и вот смотрите, какая зрелая вкусная клубника. Прямо вообще мечта любого садовода. И даже есть черешня. Это вообще, это вот просто невероятно редкое явление. Причем она огромная такая. Интересно, сколько стоит? Мы только что спросили цену. 1500 бат килограмм. Not now, maybe tomorrow. Thank you. Женщина очень была недовольна, когда я сказал maybe tomorrow. Она tomorrow. И все, идите отсюда. Ух ты, тут жарко каштанов происходит. Ну вот стоимость. Полкило 160 бат. Маша решила зайти в это местечко.
Тут можно, видите, даже акулу купить. Я думал, тут маленькая кафешка, а тут прям, смотрите, конца и края нету. Ой, тут, по-моему, даже мест нету. Но, похоже, мы тут не сядем. А чем интересны китайские блюда? Вот, например, смотрите, здесь можно акулу еще с добавок с крабовым мясом и в каком-то красном супе съесть. Правда, цена не указана. Вот, допустим, тоже акула стоит 600 бат. Здесь тоже акула, тоже с крабовым мясом. В зависимости от, видимо, порции, вот стоимость вот такая. Можно на двоих попробовать. Пробовали когда-нибудь акулу? Кстати, кухня находится на улице, смотрите, как необычно. Мы быстренько сняли меню, сказали, что, может быть, завтра зайдем. И когда говоришь тайцам или китайцам maybe tomorrow, у них такое лицо делается, как будто ты им всю жизнь испортил. На самом деле лучше, наверное, ничего не говорить, это будет лучше. Вот Маша заметила такие чайнички для всяких чайных китайских церемоний. Но мы уже их покупать не будем, потому что нам в дорогу такие таскать не очень удобно. И даже вот кофеварка, смотрите, которая электрокофе, yeah? Thank you. Можно также какую-нибудь одежду себе купить, традиционная китайская одежда. Ну, скорее всего, она не один в один, но что-то подобие, причем цена очень даже минимальная. Тут можно вот еще кофе купить. Смотрите, прям в таком вот, такой подворотне находится кофейня, если ее можно так назвать. А вот это вкусности готовится. Пользуется успехом, судя по очереди. Смотрите, даже есть, конечно же, Гуччи. Как я вам раньше всегда говорил, на любом рынке Таиланда есть Гуччи. Смотрите, какой интересный аппарат. Очень похож на самогонный. Ну вот, можно заказать голову цыпленка или петуха, не пойму. Это утка? Почему утка? Это не утка. Мы с Машей поспорили, но, к сожалению, тут нет продавца. Я говорю, что это молодые петушки, а Маша говорит, что это утка. Напишите в комментариях, кто из нас выиграл. Смотрите, какие тут есть футболки. Ральф Ролан. Такая футболка в России стоит где-то в районе 10-15 тысяч рублей, но если присмотреться, тут почему-то какая-то запах. Интересно. Тут на самом деле запах очень своеобразный. Если, допустим, брать китайские вечерние рынки, там всегда запах максимально приятный. А тут такое ощущение, что смешалось абсолютно все. И запах тут не всегда приятный. И из-за этого не всегда вот прям аппетит появляется. Если я зайду на обычный рынок Таиланда, то у меня аппетит появляется априори сразу. То тут у меня аппетита прям не появилось. О, какое здание. Это отель Бангкок Чайнатаун. Да, отель Бангкок Чайнатаун. А вот это, кстати, утка. Вот это 100% утка. Это можно заметить потому, какой у нее клюв плоский. Но Маша почему-то решила, что все, что тут висит, все утка. И там была тоже утка. И тут можно увидеть вот эти вот улитки, краб. Ух, ничего себе, даже еще живой. Бедный. Я тут посмотрел, у меня уже что-то аппетит пропал, если честно. Ой, боже мой. Мы уже прошли не 1 километр, а столов с людьми просто не уменьшается. На каждом квадратном метре огромное количество людей, еды. Хотим по традиции попробовать традиционно вот эти китайские лепешечки. Не стали уже там что-то пробовать слишком экстремально, взяли то, что мы обычно и так едим. Это пельмешки с креветками, они нереально вкусные. Нереально горячие. Хорошо, что полили холодным соевым соусом, хоть чуть-чуть, а то прям аж чуть зубы не свело. А Маша решила взять себе вот такую вот штучку, это с креветками. Нам подсказывает мужчина, потому что продавцы не очень понимают английский. Но зато он тут все рулит, показывает, что надо брать. Спросил, откуда мы, посмеялся, улыбнулся. Сказал Путин. Я так понял, что все китайцы говорят Путин и улыбаются. Стоит всего 80 бат, сейчас Маша будет пробовать. Сейчас буду пробовать эту штуку. Самое интересное, что самый первый раз, когда я ее пробовал, не помню, года 3 назад, я ее съел вот с этой бумажкой. Все потому, что видите, насколько она плотно прилегает к этой штуке. Снять ее, не повредив вот эту вот штучку, просто невозможно. Очень вкусно, такое ощущение, это свинина с яблоками.
Реально вкус яблок. Ну, возможно, это не яблоки, но по вкусу напоминает очень сильно яблоки. Я не знал, что бывает такое сочетание свинина с яблоками. Я заказала себе длинный такой ролл. Он из краба, и сверху, я так понимаю, наверное, рисовый лист такой. Вот, его сделали в таком сильном фритюре, чуть-чуть островатый, но в целом как бы не как в прошлый раз, потому что есть невозможно. Вот, это прям очень вкусно, поэтому мы рекомендуем, если увидите вот такие вот длинные штучки крабовые, прям очень-очень вкусно. Единственное, конечно, жареное сильно. Вот, но так очень вкусно. И соус мы попросили, чтобы был не острый, нам какой-то очень странный сладкий соус дали, напоминает по вкусу мед. И такой весьма своеобразный вкус, но очень даже классно. Наш план минимум выполнен. Ух ты, смотрите, даже дуриан можно купить. И цены тут, конечно, мама не горюй. 489, 750. Наш план минимум выполнен, мы наелись. И обратите внимание, сейчас 9:30, и только сейчас народ стал немного уменьшаться, потому что до этого было невозможно тут пройти, были толпы просто в 3 ряда. О, а тут барчик с живой музыкой. Такой очень атмосферный бар. Нам даже подыграли. И сок мы сейчас, скорее всего, возьмем. Потому что после жареной еды на фритюре всегда хочется что-нибудь попить. Сейчас мы немного пройдем в какое-нибудь место, где будет поменьше людей, чтобы заказать граб. Смотрите, прям сколько тук-туков. Это такая достопримечательность Бангкока. Если вы не проехали на вот такой вот штуке, считайте, вы не были в Бангкоке. Какое мы необычное нашли заведение. Это, я так понимаю, Ким Чен Ир. Спасибо всем за просмотр видео. Если вам было интересно и полезно, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!